Константин Евгеньевич, очередная ложь прокурора Лахтина все-таки убедила судью Данилкина отвести очередного специалиста. Прокомментируйте, пожалуйста, Ну, первое, что я бы хотел сказать, я очень сильно завидую Виктору Геращенко, который некоторое время назад, комментируя в прямом эфире «Эхо Москвы» ситуацию с ЮКОСом, позволил себе использовать нецензурные выражения. У меня такой возможности нет. Я, пожалуй, сошлюсь только на то, что один из иностранцев, который присутствовал сегодня в зале судебного заседания, квалифицировал действия, назвал одного из прокуроров, который там выступал, факером. Я не так хорошо знаю английский язык и надеюсь, что это точное определение того, что происходило и того, что из себя представлял данный господин. Мы, с одной стороны, не сильно удивлены, прежде всего потому, что это отвод очередного специалиста по совершенно надуманным основаниям. Мы свои контрдоводы привели, но я могу лишь напомнить, вот применительно к данному специалисту было сказано, что он не владеет российским законодательством, хотя некоторое время назад мы привели двух профессоров, там в разное время, там профессоров, докторов наук, одна из этих женщин, академик Российской академии естественных наук, вот, и знание российского законодательства этим профессорами не убедило ни прокуроров, и суд их отвели. Сейчас отвели по другим основаниям уважаемого специалиста, инвестиционного банкира. Значит, как мне представляется, это продолжение ситуации, когда солидаризируются позиции прокуроров и суда в действиях, направленных на то, чтобы не допустить выступления специалистов, то, что не допустить доказательства невиновности наших подзащитных. Основной, в качестве примера, то, что меня раздражает, откровенно говоря, когда мы поговорили с Джоном Романелли, я спросил Джона, а сколько вы примерно собираетесь выступать в суде? Он сказал, час-полтора. Вот давайте мы сопоставим, чем мы здесь занимаемся. Значит, для того, чтобы не допустить часового выступления специалиста, 2 дня понадобилось на все эти обезьяньи прыжки вокруг переводчика, вокруг того, с кем встречался, где специалист, какого фамилия, какие он деньги получал и так далее. Я уж не говорю о том, я выступая в суде, обратил внимание присутствующих, что доводы, положенные в основу заявления об отводе, это наглое, беспардонное вранье. Я как специалист в области уголовного процесса криминалистики, я уважительно отношусь к своим оппонентам, которые свою позицию формируя, приводит что-то, что заставляет задумываться. Но когда ты, брехун, нагло врешь, то это меня выводит из равновесия. Я не случайно обращал внимание суда, что нас упрекают в том, что мы нарушаем статью 9 Уголовно-процессуального кодекса, когда мы позволяем себе недопустимые с точки зрения суда выражения. Скажите мне, а какие еще выражения я должен допускать, когда человек, имеющий статус старшего советника юстиции, то есть полковник, офицер, носит погоны, брешет нагло, как, я не знаю, просто слова у меня литературные уже закончились, как я должен возражать. Поэтому, этот маразм крепчал, как сказано когда-то. Сейчас мы приведем еще одного специалиста. Я подозреваю, этот маразм будет продолжаться. Опять у Юры Сомова, переводчика, будут спрашивать документы и выяснять, за прошедшие полчаса его квалификация переводчика не поменялась и так далее. Применительно к тому, что я могу сейчас в правовом, юридическом и литературном поле вам сказать. Я бы рад был бы, если бы у вас был отдельный канал, где можно было бы, так сказать, ругаться нехорошими словами. Там для тех, кто желает мат послушать, они бы туда обращались. К сожалению, я как защитник, участвующий в процессе, не могу себе этого позволить, а то на меня и так лишних собак навешивают. В дополнение к тому, что меня сегодня обвинили в совершении преступления, подпадающего под действие Уголовного кодекса. А вчера, как это прокурор-то сказал, пока еще российский гражданин Ривкин, Вот это мне сильно понравилось. Я уже начинаю думать, какую юрисдикцию он имел в виду, когда такие перлы из него выходили. Так.